Приехали в поселок Джута. Была такая идея прогуляться здесь километров 15, но чуть не доехали. Здесь так сошла лавина. Сам поселок вот здесь, совсем недалеко. И Трахан не доехали. Стоят тачки местные. Никто не чистит. А сам трек вот пролегает в ту долину. Там пятнашка где-то получается. Если кольцевать, то слишком много. Кольцевать не будем, там 40 километров выходит. За один день будет слишком много. Сам поселок еще не живой, все закрыто. Сейчас идем. Подсказал один местный, что только один гестхаус открыт. Зайти посмотреть, что там. Вот там впереди эта лавинка. Она сошла вот. С местными говорили, сказали, трактор будет чистить сегодня вечером. Посмотрим, как он. Грузинский вечер. Красиво. Я думаю, недельки 2-3 здесь все зацветет зеленым цветом. Пока что серовато-белое все. По треку идешь, и местами вот сошла лавина. Снег на самом деле кажется, что сбитый, но нет, наступаешь, прям проваливаешься. Ноги сразу мокрые. Снег попадает в боты. Вот тропа идет, и таких вот кусков достаточно много по тропе. Сейчас пройдем. Начинаем подходить к такому хорошему высокому трехтысячнику. Все в снегу. Начинает чувствоваться прохлада, ветерок. Вот сейчас обходим, тут такие завалы снежные. Очень здесь впечатляющие виды. Эта камера не передаст. Сейчас привальчик, и вот там внизу идут ребята на лыжах. Наверное, с ночевкой ходили, потому что там дальше все в снегу. Тут снегоступы либо лыжи, других вариантов особо нет. Вот они, видно, возвращаются с ночевки. Видно палатки, снаряжение, спальники. Маршрут на сегодня закончен. Это прошли километров 8-9. Дальше нет возможности идти. Там снег сплошной. Вот, не знаю, снегоступы, только лыжи. И сейчас вот до поселка километр остался. Внизу машина стоит. Тут все сходили, посмотрели. Долина классная. Сейчас идем вниз уже. Все, пока.